Всем доброе утро, друзья мои. У меня алтарь пока практически пустой. Рабочий момент. Не было особо сейчас состояние не позволяет, устала, чтобы были красочные алтари. Сегодня уже были, и на этом достаточно. Но хочу вам подарить очень важный ритуал, особенно в наше время, в тяжелое время. Хотя все времена были непростые, но сейчас тоже особенно такое время, как говорили, не дай боги родиться в эпоху перемен. Вот мы с вами родились в эпоху перемен. И так и идет, как началось это все. Друзья мои, я вам дарила много ритуалов, антикризисных ритуалов, которые помогли вам не просто пережить этот кризис, когда люди разорялись и банкротились, и не знали кусок хлеба где найти. В буквальном смысле. Еще раз повторяю, что мои зрители, и у нас есть такая запись, прямой эфир, как я пережил кризис. Там люди голосовом говорят, какие ритуалы применяли, что делали. Замечательно они пережили этот кризис, легко просто прошло. Но последствия пока пожинаем. Да? Итак, что в основном волнует человека? Мы говорим, не хлебом единым жив человек. Это так. Но если хлеба нет, все остальное уже не важно. Переживать каждый день, чем кормить своих детей, что делать, как быть, это есть не самое приятное ощущение человека, и тогда уже не до культуры, не до чего. Я сейчас вас научу, как провести ритуал. В любом доме, снимаете вы квартиру, или живете в своем доме, или живете у родственников, где бы вы ни оказались, если вы будете проводить этот ритуал в течение недели, двух, постоянно, вы заметите, что в вашем доме появится еда отовсюду. Если у вас тяжелое положение, соседи принесут. Причем просить не нужно. Ой, вот рыбу привез муж, там столько рыбы, мне чистить некогда. Да мне вообще рыбу нельзя, рыба противопоказана, возьмите, пожалуйста. Вот мне там отправили и родственники, много сладостей, варенье, а я не ем, я одна живу, или мне нельзя столько сладкого, пожалуйста, возьмите. И так далее. Будет приходить еда, если уж прям такой крайний случай у вас, тяжелый. Если средний достаток, у вас всегда будет хватать денег на еду. Всегда. Причем на еду качественную, хорошую и прочее. Одним словом, как вам мироздание дает деньги отовсюду, точно так же будет давать еду. Разными путями. Или вы хорошо будете зарабатывать и ни в чем не отказывать ни себе, ни своим детям. Или будут приносить вам, или родня поможет. Но вы будете жить сытно. Причем это не просто есть хлеб и воду, да, или солить хлеб и кушать. Это именно натурально хорошая, добротная, качественная, калорийная еда, которая будет всегда на вашем столе. Первое, я вас учила, во-первых, чтобы вы в холодильниках всегда держали мешочек с мелочью. Насыпьте туда мелочь и положите в холодильник. Переедете в другой дом, в другом доме положите в холодильник. Здесь тоже требуется мешочек и мелочь. Первый раз проводите этот ритуал, мешочек с мелочью нужно положить в холодильник. И далее уже без этого. Это просто там лежит и лежит. Не трогайте. Если вы переедете, часто люди говорят, а вот мы переезжаем. Переедете, это заберите, повторите ритуал, снова этот мешочек положите в холодильник. Далее ритуал без мешка. Что за ритуал? Скатерть-самобранка. Вам это знакомо, скорее всего. У многих народов есть такая сказка, легенда, рассказ, эпос из народного фольклора «Скатерть-самобранка». Что можно было, значит, вытащить эту скатерть, разложить, и там появлялась еда. Я вам говорила и повторяю, что
В основе всех легенд, рассказов, всех сказок лежат на самом деле настоящие события, магия. Я вам сейчас расскажу историю скатерти-самобранки. Дело в том, что в древние времена, когда люди тяжело жили, они шли к колдунам, к ведьмам, просили, ну, помоги хотя бы так, чтобы я могла детей прокормить. Ведьмы дарили им определенную скатерть или платочек и говорили, иди, заговори на этот платок и положи под скатерть своего, под скатерть, которая лежит у тебя на столе, обеденном столе. Заговори. И вот это заговоренный вот этот кусочек, или они сами заговаривали, давали, кусочек ткани или скатерти, притягивал в жизнь этих людей еду. Вот отсюда и пошла эта сказка, легенда скатерть-самобранка, что ее можно, значит, постелить, и тут же появляется на этой самобранке еда. Потому как заговоренные скатерти, для того, чтобы в семью приходил достаток и дети были сыты, сытно ели, поскольку тогда было много детей, рожали. И сейчас рожают, конечно, но сейчас в основном безрассудно рожают. Тогда рожали разумные люди и рожали себе помощников. В общем, многодетность была нормальная вещь. Никто не удивлялся, потому что все были многодетные и все справлялись с этим, в отличие от наших сегодняшних времен, да, когда рожают, а потом раздают по соседям, по детским домам и так далее. Учитесь ли вы? Тяжелое финансовое положение? Или вы хотите просто сделать, чтобы был дополнительный доход на еду, а остальные деньги просто копить для своей мечты? Чтобы всегда у вас была еда. Элементарно заговорить скатерть. Но на сей раз мы заговариваем не только скатерть, но и стол. Обеденный стол, не ритуальный, обеденный стол, за которым вы едите. Значит так, берете мелочь. Эту мелочь сыпите сюда. Секунду. Посыпьте в любой там мешочек, любой цвет, любой тип. Только не из полиэтилена или не пакет, собственно говоря. Так, секунду. Завязали узлы. Когда переедете, с собой заберите этот мешочек. В том новом доме заговорите точно так же. Обеденный стол. И мешочек положите в холодильник. Просто наверху где-нибудь в углу положите этот мешок. Он будет притягивать еду. Просто положить мешочек в холодильник, и я давала вам определенные заговоры. Даже без заговоров работает, но с заговором, конечно, усиленно. Но в этом случае все вместе, в совокупности делаете, и получается отличный результат. И у вас просто отпадет эта мысль или страх перед тем, что вот чем кормить детей, что есть и так далее. На еду всегда будет хватать деньги. Мне писали женщины после того, как вот с мешочком эти манипуляции сделали, они говорят, практически не работала особо, но всегда была еда, полный холодильник. Откуда, даже понять не могу. То там возьму, то тут, то здесь принесу, то и возьмите, не знаем, куда девать. То получится, что, скажем, на рынке там человеку нужно быстро распродать, вот он подешевле продал и принесли эти продукты, мясо, рыбу вот, на весь месяц, да, получили и так далее. То есть на еду будет хватать всегда. Это именно нацеленный ритуал для того, чтобы дома всегда была еда. Причем не просто еда, пирожные, мороженые, торты, все, что вы хотите. Она будет идти. Не с воздуха будет падать. Но так будет получаться, что либо вам зарплату дадут больше, и вы сможете одну часть, на одну часть купить еду, другую часть накопить. Либо родители помогут, либо так получится, что все время эта еда будет приходить от соседей, от друзей и так далее. То есть у вас всегда будет еда сытная. Точно так же, как и деньги приходят из ниоткуда, и также и еда будет приходить. Вы, главное, сделаете и спокойно живите. Итак, как нужно делать? Нужно каждый день, хотя бы раз в день это начитать.
Перестанете читать, оно будет ослабевать. Потом снова. Вот каждый день сделайте себе традицию. Каждый день 3 раза читать этот заговор. Нужно постучать по столу 3 раза и читать 3 раза заговор. Вы пробуждаете эту энергию. Потому что за столом вы едите. Стол это обеденный стол, где принимают пищу. Кстати, достаток в дом тоже с обеденным столом связанный ритуал. Один раз делают, и он притягивает деньги всегда в дом. Найдите и проведите этот ритуал в том числе. Итак, начнем. За 3-9 земель в 3-9 царстве, государстве, кстати, извиняюсь, это вот такой стиль встречается только у Пушкина. Пушкин взял из магии, ритуальной магии, деревенской магии вот эти все выражения. Ему понравились, и у него стихи оригинальны. Но он погиб рано, потому как он использовал заговоры в непредназначенном для заговоров цели. То есть он имел дерзость использовать в литературе. Так что, когда мне говорят, ой, это на Пушкина похож. Да нет, Пушкин похож на наши ритуалы. Понимаете, это все в 30-м царстве, 3-9 государстве, мимо острова Буяна, царство славного Салтана. Это все заговоры, которые он взял и использовал. Причем царевна Лебедь тоже из заговора. Причем князь Гвидон тоже заговор. Много чего. Родила царица ночь, не то сына, не то дочь. Это тоже из заговора, знаете? Но там не царица сказано, а родила там и так далее. Царство Салтана. Ничего не напоминает слово султан? И в древние времена на Руси так и называли салтаны. То есть правители других стран, они их так и салтаны и называли. Итак, чтобы потом не возникли вопросы у некоторых недалеких существ. Начнем. За 3-9 земель в 3-9 царстве, государстве жил великий колдун. Язык зверей знал, духов к себе звал, силы природы себе подчинял. К тому колдуну пришел человек, просил дать ему кушанье сытное да добротное на целый век. Дал ему колдун самобранку скатерть, научил его колдовским словам. Кто те слова знает, тот во все дни своей жизни сытым бывает. 3 раза стучите по столу. 1, 2, 3. Словами и силой древней магии я пробуждаю ворожбу и приказываю тебе обеденный стол, корми меня досыта. Да будет у меня достаток ладный. Снедью съестной наполнится стол. Ломится пусть стол от тяжести еды. Да будет на моем столе мясное, мучное, птица и рыба, дичь и диковинная еда, икра и осетр. Говядина и баранина, и торты, и пирожные, и масло, и мед, и вина, и соки, и жареные, и пареные, и всякая еда. Мне... и всякая еда, извиняюсь. Мне быть сытой и семье моей всюду и всегда. Колдовская сила, дай мне, что я попросила. Пусть такое будет изобилие еды в доме моем, чтобы всем нам хватило, да еще бы оставалось и соседям еды доставалось. Есть нам досыта и жить в изобилии. Кто что, а мы едим все, что хотим. Да будет так, заклинаю. И реально так будет. Такое будет ощущение, как будто у вас каждый день свадьба. Столько еды, что даже соседям достанется. И, может, кошек-собак будете кормить, которые на улице. Вот изобилие идет реально. Я хочу вам сказать, что если ваши дети, например, студенты учатся, дайте им этот заговор, научите, как делать, или дайте им ролик, пускай посмотрят. Мелочь, значит, в мешочке, в холодильник пусть положат. Потом, когда уедут с этой квартиры, пусть забирают с собой. Холодильник, мелочи каждый день, стуча по столу, пусть читает. У них тоже будет так получаться, что у них будет меньше расходов, какие-то подработки и так далее. То есть им будет хватать на еду. Всегда. Молодые семьи, научите их это сделать. Потому что родители учат, да, определенным премудростям. Знаете, в древние времена выдавали замуж бабушки. Например, приходили в дом
их новый дом, там, молодых, что-то там нашептывали, начитывали, тайком могли где-нибудь мешочек положить, спрятать. Я об этом рассказывала в своем ритуале «Денежный подклад». И я вас научила, как для своих молодых делать денежный подклад, чтобы у них всегда был достаток и без их ведома. Я много чего вам подарила, научила, просто надо набраться терпения, изучать, смотреть и так далее. И еще есть у меня лекция «Как помочь себе». И там я просто поэтапно все ритуалы перечислила и сказала, показала вам. Вы можете остановить, посмотреть и набрать в Ютубе, найти этот ритуал. Под роликами всеми есть ритуал напечатанный. Одним словом, делается для вас все, что возможно, чтобы вы жили хорошо. Вам остается только делать. Итак, еще раз читаю. За 3-9 земель в 3-9 царстве государстве жил великий колдун. Язык зверей знал, духов к себе звал, силы природы себе подчинял. К тому колдуну пришел человек, просил дать ему кушанье сытное да добротное на целый век. Дал ему колдун самобранку скатерть, научил его колдовским словам. Кто те слова знает, тот во все дни своей жизни сытым бывает. Вот так вот. 3 раза стучим. Словами и силой древней магии я пробуждаю ворожбу и приказываю тебе обеденный стол, корми меня досыта, да будет у меня достаток ладный. Снедью съестной наполнится стол, ломится пусть стол от тяжести еды, да будет на моем столе мясное, мучное, птица и рыба, дичь и диковинная еда, икра и осетр, говядина и баранина, и торты, и пирожные, и масло, и мед, и вины, и соки, и жареные, и пареные, и всякая еда. Мне быть сытой и семье моей всюду и всегда. Колдовская сила, дай мне, что я попросила. Пусть такое будет изобилие еды в доме моем, чтобы всем нам хватило, да еще бы оставалось, и соседям еды доставалось. Есть нам досыта и жить в изобилии. Кто что, а мы едим все, что хотим. Да будет так, заклинаю. И еще раз. За 3-9 земель в 3-9 царстве государстве жил великий колдун. Язык зверей знал, духов к себе звал, силы природы себе подчинял. К тому колдуну пришел человек, просил дать ему кушанье сытное да добротное на целый век. Дал ему колдун самобранку скатерть, научил его колдовским словам. Кто те слова знает, тот во все дни своей жизни сытым бывает. Словами и силой древней магии я пробуждаю ворожбу и приказываю тебе обеденный стол, корми меня досыта, да будет у меня достаток ладный. Снедью съестной наполнится стол, ломится пусть стол от тяжести еды, да будет на моем столе мясное, мучное, птица и рыба, дичь и диковинная еда, икра и осетр, говядина, баранина, и торты, и пирожные, и масло, и мед, и вины, и соки, и жареные, и пареные, и всякая еда. Мне быть сытой и семье моей всюду и всегда. Колдовская сила, дай мне, что я попросила. Пусть такое будет изобилие еды в доме моем, чтобы всем нам хватило, да еще бы оставалось, и соседям еды доставалось. Есть нам досыта и жить в изобилии. Кто что, а мы едим все, что хотим. Да будет так, заклинаю. А теперь я вам скажу, почему работают мои работы. Потому что те, которые пытаются сделать похожие ритуалы, какие-то там ритуалки, лишь бы было, лишь бы не отстать, лишь бы тоже показать, что что-то могу, эти люди просто делают ради рекламы, ради того, чтобы денег заработать, имя заработать. Ну и в конце концов, чем я хуже Хосроевой, да, у них девиз такой. И поэтому у них ни хрена не выходит, не получается. И в итоге они просто видят, что все равно ничего не получается, махнули рукой и пошли в сторону, отошли. Почему мои работы работают? Я вам скажу. Да, работы работают, это работы. Дорогие друзья, это все пропущено через себя, это все испытано на себе. Было время, когда я отказалась от магии, от своей силы, не хотела. Я уже рассказывала об этом, что для меня было очень тяжело. Я хотела жить
нормальной человеческой жизнью. Но до 40 лет ведьме не дают в любом случае, как бы она ни хотела. Она должна служить этим силам. Только после ей разрешают какое-то женское счастье. А я хотела жить вот как обычная женщина, не понимая еще по молодости, что мне все равно не позволит. И будет так, как им надо, а не мне. Так вот, мы жили очень тяжело. И был такой момент, 90-е, 2000-е годы, когда не платили зарплату людям. Вы знаете, да, что творилось в нашей стране. Все, кто как мог, жил и так далее. И вот этот заговор, сейчас я немного исправила, улучшила, усилила. Вот подобный заговор я читала каждый день тайком от родителей. Потому что я видела, что им очень тяжело, они не могут просто успеть прокормить семью. Не давали зарплаты по полгода. Нам надо было одеться, мы росли, мы растущий организм, мы ели много, и потребность была в калорийной еде и прочее. Я хочу вам сказать, когда я начала это читать, через 3 дня пришел к нам соседский дед. Пришел, значит, зовет маму: Нина, там прям ранним утром, аж помню. Мама, значит, заходит и радостная такая улыбается, что-то он там сказал ей. Я говорю: а что случилось? Он говорит, что он стар, ему это столько огородов нафиг не нужно. С женой посовещались, и он сказал, мол, значит, сейчас скажу, как его звали. У него фамилия была Никулин. Блин, как же нашего... Виктор Иванович. И бабка сказала, значит: Иваныч, нахрен нам столько огорода и все такое. Вот скажи, пускай Нина, дети там собирают. И мы все лето собирали яблоки. Мы все лето ходили, собирали яблоки. Мама там посадила что-то. У нас все лето были фрукты. А тогда у нас просто не было возможности много покупать. Реально тяжело жили просто. Я начитывала тайком, я начитывала на карман отца. Значит, один раз у меня мама застукала, и у нас там такое произошло, потому что у нас в семье никогда не было, чтобы мы с кармана что-то вытаскивали. Ей почему-то показалось, что я что-то там вытащила. И, значит, мы с ней, я ей потом, когда объяснила, она заплакала, потому что говорит: я подумала, может быть, тебе что-то надо, стесняешься, и я там, у меня такое состояние, я когда это увидела. А я начитывала на карманы отца тайком, и ему давали премии, ему давали подработки. Я начитывала на мамин кошелек. Она работала в этом райсобесе. Приходит, там целые эти пакеты несет, рис, макароны и так далее, и так далее. Дорогие друзья, все, что я вам даю, это все когда-то кормило мою семью, помогало в тяжелые минуты, понимаете? И я могу понять вас. Я не жила на мехах и шелках, и не курила там 2-метровые сигары, и не была там дочерью олигарха. Я жила очень тяжелой жизнью и копила на пудру несколько месяцев. Поэтому я могу понять простых людей. И почему я сейчас своим примером вам показываю, что вы должны подняться и обязаны? Потому что я поняла, как это делается. К этому тоже приходишь. Да, магии, ты понимаешь, ты чистки узнаешь, там заговор и прочее, но достаток, магия денег, к этому ты приходишь постепенно. Постепенно тебе открывают, смотрят, насколько ты это заслуживаешь, дают, и смотрят, и снова дают, и так далее. И я хочу вам сказать, что материальное положение моей семьи улучшилось и улучшалось в течение нескольких месяцев, когда я взяла себя в руки и эту ситуацию и решила, что я должна что-то делать. Я не находила особые ритуалы в каких-то книгах, потому что таких ритуалов не было. Вот почему я начала создавать. Если ты не можешь найти, ты создаешь сама. Ты просишь, и тебе на таком подсознательном уровне дают то, что тебе надо в этот момент. Это все пройдено самой, понимаете? Я знаю, что это работает. Это все, что я вам дарю, это сама испытала основное количество. Есть, конечно, новые работы, которые недавно я создала, отдала по случаю. Но и те будут работать. Знаете почему? Потому что они отданы миром духов. Они прошены у них. То есть я просила, и они мне это дали. И я знаю, что мне дали рабочий ритуал, и я отдам людям, и оно сработает. Но есть вещи, которые в
в таком вот именно формате или немножко более, скажем так, простеньком, но я потом добавила, я потом улучшила. Но в любом случае это испытано, это пройдено. Это все пройдено самой. Когда я хотела купить пальто и не смогла, потому что мне денег не хватило, и я села и придумала, и мне пришло в голову ритуал, заговор на распродаже. И после этого, что бы я ни хотела, я все покупала, потому что я начитывала и шла. И то магазин закрывает, то они переезжают, надо срочно продать. Практически пальто, которое стоило там 20 тысяч, да, могли продать за 3-4, потому что нужно было быстро продать. Понимаете, это все, через все это меня провели, чтобы я на себе это испытала и поняла, это работает, и дала людям. Поэтому слушайте меня, делайте, как я говорю. И невзирая на мой возраст, собственно говоря, потому что меня слушают люди намного старше меня, это не имеет никакого значения. Мне просто это дали. Дали как человеку, который пришел помочь вам. И надо просто ради себя стараться. А те люди, еще раз повторяюсь, которые сутками гавкают на мои работы, друзья мои, им выгодно видеть несчастных, бедных людей, голодающих людей, людей, у которых безысходность и отчаяние. Потому что они на этом будут зарабатывать. А я говорю, я хочу видеть вокруг себя хорошо живущих, в достатке живущих, сытных людей, которые могут позволить себе и шубу купить, и бриллиант купить, и машину купить, и дачу отремонтировать, и так далее, и так далее. Я хочу видеть вокруг себя людей, живущих в достатке. Они хотят видеть вокруг себя людей нищих, бедных, несчастных. Потому что вы их бизнес, понимаете? А для меня это призвание, это мое я. Это моя жизнь. Это часть меня, никуда не денусь. Вот почему. Поймите, наконец, что это запугивание вас, оно нацелено на то, что вы перестанете это делать, начнете тяжело жить, прибежите к ним, скажете, вот вы сказали перестать, я не делаю, вот мне нехорошо, а что делать? Вот принеси столько-то, я тебя почищу, я тебе помогу. Понимаете, их цель больше несчастных людей. Чем больше несчастных, тем больше денег в наш карман. Моя цель, чем более счастливых людей, тем больше силы, тем больше мою копилку, тем больше моим детям, моему роду благодарность и энергия. Вот и все. У нас разные цели. А куда вам идти, определяйтесь сами. Хотите жить в достатке? Слушайте меня и делайте мои работы. Хотите вечно ходить по бабкам и тратить деньги, и вас, чтобы чистили, я не знаю, еще что-то делали? Пожалуйста, это тоже ваш выбор. Ныть, плакать, бояться, переживать, бегать отсюда туда – это тоже выбор. Каждый выбирает по себе. Жить хорошо, достойно, или жить как бесхребетное существо какое-то там, как таракан, которого могут все раздавить, все напугать, все внушить все, что хотят. Всем удачи. Не знаю, у меня сейчас столько энергии, не знаю, что-нибудь еще сниму или отдохну, посмотрим. Время покажет. Пока что это загружаю. Будьте сыты всегда. Живите так, как вам хочется. Это самое главное. Как вы хотите, так и живите. Не обращая внимания ни на что вокруг. Всем удачи.